10 ошибок иммигрантов, которые вам не стоит повторять. Только прожив в США некоторое время, мигрант может понять, какие ошибки он совершил на пути к своей американской мечте. Эх, если бы была возможность все исправить. Именно так начинают думать многие мигранты, когда понимают, что они могли сэкономить кучу денег, времени и нервов, если бы не совершали эти ошибки, о которых пойдет речь в моем новом видео. Некоторые из них могут привести к серьезным последствиям, и хорошо, если их удастся вовремя исправить. А для начала позвольте представиться, меня зовут Андрей Солодов, я аккредитованный миграционный представитель, город Форт Лодердейл, штат Флорида. Поехали! Послушали блогеров и знакомых. В сети вы найдете кучу всяких советов и фактов о жизни в США. Когда я их читаю, у меня порой волосы дыбом встают, насколько все это оказывается неправдой. Кстати, я решил запустить серию роликов разоблачения мифов о жизни в США. Обязательно подписывайтесь на мой канал, это будет очень интересно. Я живу в Штатах уже много лет и сам когда-то столкнулся с этим нагромождением реальных фактов, слухов и домыслов. Начитавшись всего этого перед отъездом, а потом приехав в Штаты, я был удивлен тому, насколько все отличается от того, что пишут в интернете. В целом, в Штатах живут такие же люди с такими же проблемами. Один из моих клиентов признался, что будь у него возможность все сделать заново, он не смотрел бы горе-блогеров, вешающих лапшу на уши прожить в США, потому что большинство из них искажает реальную картину, а переехал бы значительно раньше. Все живут в разных штатах, и поэтому опыт одного будет кардинально отличаться от другого. Поэтому не стоит равняться на них, у вас будет своя история, свой путь. Не нужно повторять опыт какого-то блогера или знакомого. Родили не в Штатах. Если на свое место рождения вы повлиять никак не можете, то своим детям сделать такой подарок в ваших силах. Поверьте, еще никто из родителей не пожалел о родах в Штатах. Людей пугают разные вещи. Необходимость выдержать долгий перелет, будучи на позднем сроке беременности, отсутствие английского, большие финансовые затраты, да и просто страх оказаться в чужой стране в таком сложном положении. На самом деле, все эти страхи вызваны лишь недостатком информации. Именно поэтому я записал ролик о том, как проходят роды в США, и рассказал все, что нужно знать будущим родителям. Цены, подготовка, ответы на часто задаваемые вопросы и многое другое. Ролик уже доступен для просмотра на моем YouTube-канале. Никто из родителей, решившихся на роды в США, не пожалел об этом. Это лучшая инвестиция в будущее вашего ребенка. Понадеялись на помощь друзей и родственников. А это очень распространенная ошибка. Особенно, когда помочь обещают случайные знакомые из интернета. Если они просто исчезнут накануне вашего приезда, это еще не самое страшное. Хуже всего, когда подобные знакомые решают заработать на вас. Они пользуются вашей растерянностью, незнанием местной жизни. Подобных бизнесменов в США масса. По большей части это такие же иммигранты в прошлом, но решившие продавать свои советы по переезду за деньги. Ко мне часто обращаются люди, которых именно так и кинули. Они переводили деньги, подобно помогаторам, еще будучи в родной стране. А приехав в США, никакой помощи не получили, так как этот человек уже перестает отвечать на звонки или вовсе меняет номер, чтобы его не нашли. Поэтому не слушайте таких советчиков и уж тем более не переводите никому денег. В чатах таких помощников масса, и никто не будет искренне бесплатно помогать незнакомым людям. Заплатили паралигалу или выбрали плохого адвоката. Плохой адвокат или паралигал могут доставить массу проблем. Приведу живой пример из своего опыта. Ко мне обратилась девушка, которая ранее пользовалась услугами какого-то паралигала. Так вот, он настолько нарубил дров, что теперь в ее случае получение грин-карты может затянуться лет на 10. Выбрать стоящего адвоката действительно сложно. Сейчас развелось огромное количество аферистов, которые выдают себя за крутых специалистов. Они представляются кем угодно, не имея при этом ни лицензии, ни опыта. Был один случай, когда подобный адвокат без лицензии запорол русскоязычному иммигранту дело о политическом убежище. К вопросу выбора адвоката подходите очень серьезно. Читайте отзывы, проверяйте его статистику, обязательно проверяйте наличие лицензии. Не решились эмигрировать ранее. Почти все, с кем я общался, жалеют о потерянных годах. От переезда в США их останавливали многие факторы. В основном это страх перелета, новой страны, нового менталитета, дорогих цен и так далее. Но приехав в США, они понимали, что все это было зря. Они нисколько не жалеют о потраченных деньгах. Единственное, о чем жалеют, что не решились на это раньше. Поэтому, если у вас есть желание уехать из родной страны, не слушайте никого. Вас будут отговаривать многие друзья и родственники. Идите к своей мечте, и после вы сами скажете себе спасибо. Поменяли фамилию, напортачили с отчеством. Многие иммигранты меняют фамилию на ту, которая легче произносится для американцев. И после этого начинается сплошная путаница с разными фамилиями в разных документах. Это настоящий круг бюрократического ада. Вот, например, при подаче на Social Security указали девичью фамилию. При этом не попросили свидетельство о браке. Ну а дальше пошло-поехало.
Social Security, разрешение на работу, водительские права – все оформилось на девичью фамилию женщины. Теперь ей придется ждать получения гражданства, чтобы все это поменять в документах. Очень много путаниц возникает с отчеством. Во всех официальных формах просят указать middle name. И это не отчество. Middle name используют в основном граждане из латиноамериканских стран. В странах СНГ такого, как правило, нет. Всегда указывайте только имя и фамилию во всех документах. Подали на убежище без причины или не подготовились к интервью по убежищу как следует. Подаваясь на политубежище, без кейса вам нужно будет предвидеть все возможные последствия и относиться к этому серьезно. Сейчас многие едут через границу с Мексикой, запрашивая политическое убежище. Есть ли у них реальные основания для убежища? Часто нет, причем таких большинство. Не секрет, что многие иммигранты рассматривают прошение убежища как самый легкий способ легализоваться в США. По факту, реальной истории преследования у них нет. Подача на убежище дает полулегальный статус и разрешение на работу, но это будет продолжаться только до интервью с иммиграционным офицером или до суда в некоторых случаях. Поверьте, офицеры и судьи не дураки, они такие липовые кейсы распознают сразу. Именно на этом этапе многие беженцы, не имеющие реальных оснований, просто рассыпаются на интервью, так как они не могут предоставить реальных доказательств и у них нет истории. Спрыгнуть с убежища можно только в брак с американцем или через работодателя. Лишь в этом случае прощается полулегальный статус. Но и у брака с американцем есть свои нюансы и подводные камни, о которых я расскажу в своих следующих роликах, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить их. На одном из форумов читал, одна женщина призналась, что именно политическое убежище стало самой большой ошибкой, которая стоила в итоге ей почти 13 лет мучений. Поэтому прежде чем бежать в Мексику и подаваться на политубежище, начитавшись подобных историй в интернете, подумайте, действительно ли у вас есть основания для его получения. Может быть, в вашей ситуации гораздо проще будет эмигрировать в США по иммиграционной визе, что изначально дает больше привилегий. Для получения консультаций по визам вы можете обратиться ко мне по контактам, указанным в шапке профиля и в комментариях к этому видео. Затягивается отправка документов в иммиграционную службу. Соблюдение сроков актуально для подачи любых документов, будь то форма на политическое убежище, грин-карту и гражданство. Но с другой стороны, нужно помнить о правиле 90 дней. Что это такое? Это любое действие, не соответствующее категории, с которой человек пересек границу, совершенное в течение 90 дней после въезда, теперь интерпретируется как нарушение статуса и обман иммиграционных служб. А это очень серьезно и в некоторых случаях может наказываться пожизненным запретом на въезд. В некоторых случаях нарушение сроков чревато отказом в грин-карте и даже депортацией. Не попросили родственников открыть турвизы до своей иммиграции. По поводу получения туристической визы B1, B2 для людей, чьи родные эмигрировали в США, всегда возникает много вопросов. Главный из них – не откажут ли в визе из-за родственника иммигранта? Отказ может быть в том случае, если родственник иммигрант – потенциальный иммигрант. Но если доказать, что у вас есть тесные связи с родиной, тогда отказа в визе, скорее всего, не будет. На моей практике были такие случаи, когда люди жалели, что не сделали своим родителям визы еще до того, как сами въехали в Штаты. Помните, при рассмотрении заявок на турвизы существует презумпция иммиграции, то есть по умолчанию предполагается, что вы потенциальный иммигрант. Ваша обязанность в ходе интервью доказать обратное. Не выучили английский. Очень распространенная ситуация, когда люди едут в США без какого-либо знания языка. Они продолжают так жить в русскоязычной комьюнити, где по сути и знание английского языка может не понадобиться. Но зачем тогда вообще ехать в Америку, если вы продолжаете по сути жить так же, как и жили в родной стране? На эту тему я записал ролик о том, кому не стоит ехать в Штаты. Смотрите его на моем канале, он уже доступен. Без английского в США жить сложно, и все это прекрасно понимают. Но каким бы продвинутым ни считался ваш уровень английского на родине, в Америке он, вероятнее всего, доставит вам немало огорчений. Особенно сложно будет на первых порах, поэтому лучшее, что вы можете сделать для своего успешного будущего в Штатах, серьезно взяться за изучение языка еще до переезда. Это далеко не все ошибки мигрантов, которые они совершают при переезде в Штаты. Список огромный, его не хватит на один ролик. Поэтому продолжу о них рассказывать в своей серии роликов на моем YouTube-канале. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Ведь если не знать об ошибках заранее, то можно избежать много проблем в будущем. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Многие из этих ошибок совершили мои клиенты, и потом жалели о потраченных годах на их исправление. Надеюсь, этот ролик поможет вам избежать трудностей в адаптации после переезда. Буду благодарен за лайк и до новых встреч!